Всем привет! Записываю вечернее видео. Мы видим, что у нас растет несколько криптовалют. Растут Cell, NER, FIL, Quant, Iotex. Вот такие, в принципе, более-менее отличаются от других криптовалют по росту. Да, у остальных там 1-2%. По поводу NER я говорил на канале. Здесь вы можете увидеть информацию. Это у нас NER уже мне дал 12%. Начинал я вот отсюда. У меня было минус 18,53. Зашел я в криптовалюту на уровне 10.24. На графике сейчас покажу вам 10.24. После того, как я дал прогноз, вот примерно, вот сразу и зашел. Криптовалюта опустилась на тот момент на 5% даже, но поскольку я видел более-менее тренд восходящий локальный, да, и пробитие этого нисходящего канала, я предположил, что, видя, что у нас есть объемы скопления объемов покупок и продаж и линия, скажем так, поддержки и среднескользящей на 4 часа снизу цены, я предположил, что у нас движение может быть вот к этой зоне на 27%. Если посмотреть на 12 часов, мы увидим, что мы на полпути уже пришли к этому значению. И нам остается только брать и делать тейки. Первый тейк я уже сделал на уровне 10.91, второй тейк у меня будет 12.25, ну и дальше, поскольку мы выходим за пределы АТХ монеты, то отсюда высока вероятность, конечно же, либо мы отскочим на какой-то уровень, какой-то предел, да, либо же можем какой-то импульс иметь еще в рост. Вот, поэтому я поджимаю стопами постоянно. Я для себя решил, что буду заходить в монеты, которые можно торговать на несколько дней, но, как вы видите, бывают такие еще коррекционные движения, да, где мы можем получить 5% минус или ниже, да, до уровня, я говорил, 9.32, где у нас как раз идет уровень поддержки этой монеты. И я вам хочу сказать, что вам лучше начинать с того, чтобы не было никаких рисков. А не будет рисков, если вы начнете изучать материал. То есть вы возьмете книгу, откроете, там, допустим, японские свечи, прочитаете, ну а потом дальше все пойдет само собой. Плюс вы будете торговать на споте и торговать не для того, чтобы сейчас заработать, а для того, чтобы вывести статистику покупок и продаж, завести себе дневник трейдера и начать все-таки чертить графики, как мы это делаем. Я не зря записываю постоянно видео, я записываю постоянно результаты, показываю не для того, чтобы, скажем так, показать, вот смотрите, какой я молодец, какой я классный. Здесь мы вот недавно обсуждали этот момент, и очень интересно, да, я вот все-таки узнаю больше всего психологию человека вот посредством анализа YouTube канала и вообще, в принципе, что человек думает, да, когда он заходит в криптовалюту. Мы помним себя несколько лет назад, как мы думали, и вы также сейчас заходите, также думаете, и это, в принципе, все близко. Так вот, ежедневный мой анализ криптовалют, графики, чертежи ежедневные и посты и видео, наоборот, мне помогают лучше понимать графики, тем самым я постоянно проговариваю это для вас, да, как бы, с одной стороны, такой образовательный получается контент, с другой стороны, я делаю очень полезные для себя действия, поскольку постоянно на какие-то мелочи я обращаю внимание. Здесь там двойная вершина, там какие-то еще вещи, да, паттерны отработки, или тут или двойное дно. И чем больше мы наблюдаем за графиком, тем больше мы сами начинаем понимать лучше. Ну и тем самым повышаем свой уровень в трейдинге. Также какие результаты у нас есть пока. XTZ у меня в минусе, кстати, это у нас было, как вы видите, в 11.38 я запустил информацию, запустил свои позиции, вот линк еще у меня был и есть, вот 11, да, 11. Вот заметьте, мои плечи это 5x, я раньше торговал на больших плечах, потом решил все-таки не имеет смысла, потому что можно заработать и на маленьких плечах. Вот, собственно, несколько, да, линк 12.42 на данный момент, XTZ 20.54 минус и ADA 13.70. Вот, кстати, технический директор Ripple Дэвид Шварц, никогда его не видел, удивился немножечко. Вот, в общем, стоит вам все-таки соблюдать для новичков риски. Что значит соблюдать риски? Это значит не ставить большие плечи, это раз, не торговать на фьючерсах, если вы торгуете в шорт, то видеть тренд. То есть тренд это вот нисходящий канал или восходящий, и пробитие этого тренда обычно имеет такой импульс либо вверх, либо вниз. А также смотреть на более старшие таймфреймы для того, чтобы понимать всю картину происходящего, потому что если мы на минуте посмотрим, то мы здесь можем немножечко заблудиться. Да? Мы можем зайти, и скальперы так и работают, но они понимают, да, в чем тут суть, почему у нас вот что у нас здесь происходит. Новички обычно не понимают, что у нас происходит, и думают, сейчас я зайду в лонг, а цена, допустим, стукнется об этот уровень и пойдет вниз. То есть они сейчас там в лонге, но что-то случается, и цена откатывается вниз, потом здесь она может
где-то проторговаться и может пойти вниз еще на какое-то время. Ну, в общем, смысл в том, что они думают, что сейчас вот уже надо заходить, они заходят, а цена идет вниз почему-то. Ну вот, собственно говоря, и теряют деньги, потому что здесь они заходят на большие плечи, на большую маржу, и начинаются вот эти все приколы ликвидации и так далее. Вот. Собственно говоря, вы это тоже можете видеть и смотреть, и торговать, скажем так, торговать без рисков. Вот, в принципе, то, что я вам говорю, да, вот эта волатильность отсюда вот до сюда это 0,4%. Казалось бы, небольшой процент, но на x100 это уже у нас, если я не ошибаюсь, 40% минус к депозиту. Кстати говоря, очень интересно растет, но мы вернемся к этой криптовалюте. На минуте вот мы запомнили этот уровень, вот это начало и вот то, что я вам начертил, да, что движение, я думаю, что может еще пойти вот в этом направлении. Сейчас новички там заходят в лонги, да, и получат они, что получат, мы посмотрим. Может, кому-то, конечно, повезет, и мы там все теоретически сейчас говорим, но может цена сейчас раз и вырастет, и пробьет вот этот уровень максимума и пойдет выше. Но я свое мнение нарисовал, начертил, и сейчас будем через какое-то время возвращаться к ней, чтобы посмотреть отработку. Дальше по SHIB я говорил тоже ключевые такие уровни, где здесь мы можем поймать, если цена опустится до этого уровня, у нас есть некая зона поддержки, и после этого уровня мы должны отскочить, то есть это минус еще может быть 20%, а от этого уровня мы можем отскочить как раз уже вверх. У нас уже там начнется, возможно, начаться восходящий канал, да, там, либо чашка такая до значения 0, возьмем 77. Вот. Если цена пойдет ниже этого уровня, нужно смотреть, то в таком случае мы можем еще, я уже говорил, оказаться на следующем уровне. Это 22.50 и 15.35. Ну, тут будут сильные продажи, потому что обычно так просто, скажем так, цена, которая выходит за вот пределы долгой проторговки, цена не будет так медленно спускаться. Скорее всего, тут какой-то будет такой сквиз какой-то. Здесь мы видим рост. Если провести линию, у нас будет нисходящий канал, здесь ложное пробитие и слишком сильные начинаются продажи. Также у нас есть средний скользящие. Ну, все у нас как бы пока позитивно смотрится в сторону разворота, хотя SHIB очень много по ней разговоров было раньше, что она будет по доллару. Я сам ее закупал в районе 0,773, 0,550, я уже об этом говорил. И в принципе, те люди, которые выждали вот эту долгую торговлю на одном уровне практически, полгода, может и больше, те хорошо, в принципе, заработали. Можно, в принципе, торговать на одной валюте и в таком случае получать профит постоянно. Давайте посмотрим, как обычно мы смотрим sell, посмотрим еще, мы тоже разбирали, смотрели эту валюту. Так, на фьючерсах ее нету на Binance, ну и нету на Binance, в принципе, поэтому, да, я ее не покупал. Что у нас тут происходит с ней? 12 часов возьмем. Криптовалюта выросла, видите, до уровня сопротивления, получается, если цена ниже уровня большого скопления покупок и продаж, обычно это есть такой уровень сопротивления, да. Если цена выше этого уровня, то у нас она автоматически становится уровнем поддержки. Тоже у нас видится, скажем, нисходящий канал, и пока, как вы видите, если взять отсюда провести линию, мы увидим, что этот канал еще не пробит, и цена еще откатывается вниз. То есть, в скором времени, возможно, конечно же, возможно рост и листинг, допустим, на Binance том же. То есть те люди, которые торгуют на криптобиржах Bittrex, конечно же, могут купить на споте ее и потом ждать пампа. Но лучше покупать не на всю котлету, потому что, опять-таки, цена выросла, она может проседать. И, понимаете, отсюда до сюда мы получим 23%, да? А если мы возьмем отсюда до сюда, мы получим 13%. Давайте покажу, что я имею в виду. Вот возьмем какой-то вот такой уровень. И посмотрим отсюда до сюда. У нас 32-33%. Если возьмем какую-то нижнюю границу, у нас тоже здесь 19 где-то процентов. 11%. Если мы
возьмем, если цена вообще упадет, то здесь мы уже получим минус 83%. Здесь мы минус, видите, практически проценты становятся одинаковыми. Или здесь минус 78%. Понимаете, да, о чем речь идет? Если мы возьмем цену криптовалюты еще выше, ну вот она торговалась где-то